Еще раз здравствуйте. В студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе, как я обещал в предыдущей части нашей программы. Сейчас речь пойдет о европейских кубках. Начнем с Лиги Европы, хотя это и второй по значимости кубок, но все-таки там три представителя России, поэтому давайте о них и поговорим. К сожалению, в этой части турнира, при том, что нашим клубам достались, ну прямо скажем, не самые именитые клубы, и по сравнению с теми, с кем пришлось играть в предыдущих турах, наверное, должно было быть полегче, но очень неудачно первые матчи провели наши клубы. Анжи на своем поле сыграл в ничью с Ньюкаслом 0-0, и, в общем, в Англии, конечно, махачкалинцам придется тяжело, тем более, что вот такая осечка с ними случилась в Саранске. Напомню, что в Мордовии проиграли Анжи со счетом 2-0. С другой стороны, может быть, это может подхлестнуть как-то команду, которая, может, впала в эйфорию какую-то, а может, просто устали. Все-таки начинать так рано турнир, рано весной, и не привыкли вот к этому зимнему перерыву футболисты. Ну, многое можно найти каких-то объяснений, но факт остается фактом. Конечно, на севере Англии, в Ньюкасле, махачкалинцам придется довольно сложно. Зенит и вовсе проиграл со счетом 2-0 Базелю. Ну, прям клуб средний. Среднеевропейский клуб, который по всем статьям, и по кадрам, и по деньгам уж точно, и по амбициям, и по своим последним заслугам перед футболом, прямо скажем, уступает «Зениту». Но вот очень плохо сыграл российский чемпион в этом матче. И, в общем, счет мог быть и не только не 2-0, мог быть и крупнее. Может ли питерский клуб отыграться на своем поле? Да может, конечно. Безусловно, может. Для этого надо собраться. Для этого надо забыть последние неудачи, в том числе и поражение от казанского Рубина, и какие-то проблемы внутри команды, и вечные эти склоки из-за денег. Это вот когда деньги приносят не только радость, что называется. Вот «Зенит» очень яркий тому показатель. Ну и Рубин, который сыграл в ничью в Италии с Леванте 0-0. Ну вот тут как раз все понятно. Рубин здорово играет на выезде, умеет засушить счет. Это, кстати, он показал и в матче с «Зенитом», где играл вторым номером, сумел забить потом и играл на контратаках. Победа такая классическая Рубина 1-0. Вполне возможно, что то же самое случится и в ответной матче с Леванте. Ну, посмотрим. У Рубина как раз шансы остаются, шансы выглядят получше пока, вот если смотреть на результаты первых матчей. Сыграть в гостях в ничью 0-0, не пропустить, это довольно хороший результат. Другое дело, что в матче на своем поле нельзя будет пропускать. Тут вот уж особенно первыми. Тут все может очень плохо закончиться. Ну, в общем, перед вторым туром Лиги Европы, сдержанный оптимизм все-таки у нас есть. Тяжело придется, конечно, и «Зениту», и «Анжи», но не потеряны все равно все шансы. Ну и будем болеть тоже за казанский «Рубин». Будем надеяться, что все-таки мы сохраним представительство в этом турнире, и как минимум хотя бы два клуба наших пройдут все-таки в следующую стадию. Что касается главного турнира Европы, клубного турнира, да, пожалуй, не только Европы, но и мира, Лиги Чемпионов, то, к сожалению, для меня, как бы давнего поклонника страстного Манчестер Юнайтед, этот клуб выбыл из розыгрыша. Проиграл он мадридскому Реалу со счетом 2-1 во втором матче. Первый, напомню, завершился со счетом 1-1, при том, что Манчестер Юнайтед повел первым, выигрывал 1-0, контролировал игру. Здорово подопечные сэра Алекса Фергюсона играли, на мой взгляд, хотя некоторые мои коллеги со мной не совсем согласны, но факт остается фактом. После первых минут, где Реал попытался подавить Манчестер Юнайтед, как-то прессинговать, ничего такого не принесло этот прессинг, никаких опасных моментов у ворот Манчестер Юнайтед не возникало. В то же время англичане постоянно потом отодвинули игру от своих ворот, начали постоянно угрожать уже воротам Реал Мадрида, и была штанга, был очень опасный момент, и потом забили, и, в общем, контролировали игру во втором тайме, если бы не удаление. Турецкий арбитр
Формально имел, конечно, право удалить Нани, который сыграл довольно грубо, но вот если говорить о логике игры и вообще как такие там красные или желтые карточки даются, то я, как человек, который поиграл в футбол, в отличие от многих наших моих коллег, которые просто формально подошли к этому делу, а по-моему они просто симпатизировали мадридскому Реалу, мадридскому клубу, и поэтому посчитали удаление на ней обусловленным. Нет, безусловно, в такой игре Лига Чемпионов, второй матч, на ней спиной играл, да, высоко он выпрыгнул, играл там довольно опасно, но игрок Реала, на мой взгляд, абсолютно осознанно пошел на то, чтобы столкнуться с Нани, даже с риском для травмы, и после чего там такой приступ этой испанской такой истерики привел к тому, что Нани удалили. На мой взгляд, абсолютно необоснованное решение судьи, которое сломало матч. Реал, надо отдать ему должное, здорово воспользовался этой ситуацией, забил два очень хороших, красивых мяча, выиграл 2-1 и прошел дальше. Если бы он это сделал еще без помощи судьи, то вообще честь и хвала была бы мадридскому Реалу. Ну да ладно, что произошло, то произошло. Один из сильнейших клубов, на мой взгляд, в этом розыгрыше Лиги Чемпионов покинул ее клуб. Если бы покинул Реал, я бы сказал то же самое. Пари Сен-Жермен прошел в Валенсию. Это вот первая потеря испанцев, испанских клубов. Валенсия не пробилась. 1-2 закончился первый матч, 1-1 ничего сыграли во втором. Дальше идет Пари Сен-Жермен. Давно мы французские клубы вот не видели на этой стадии, уже в довольно таком приличном состоянии. Ювентус без проблем разделался с шотландским чемпионом, с Селтиком. Общий счет 0-5 в пользу Ювентуса, и команда, которая лидирует в чемпионате Италии, на мой взгляд, абсолютно заслуженно проходит дальше, но дальше соперники будут посложнее, нежели Селтик. Ну и дортмундская Боруссия не оставила, к сожалению, камня на камне во втором матче от украинского Шахтера Донецкого. 3-0 победа. Первый матч очень нервным выдался, таким с обилием ошибок. Тогда, я напомню, закончился он ничью 2-2. Но вот второй матч дортмундская Боруссия провела очень здорово. И немецкий представитель вот уже вышел в следующую стадию этого турнира. Ну, остается, конечно, последить за тем, как будут развиваться события в противостоянии Милана с Барселоной. Напомню, что первый матч миланцы выиграли со счетом 2-0. Довольно неожиданный результат для всех был. Но если еще и Барселона вылетит, то мы лишимся финалистов неизменных последних турниров Лиги Чемпионов. Ну, уж как минимум Манчестер Юнайтед и Барселона постоянно фигурировали либо в полуфиналистах, либо в финалистах этого турнира. Не скажу, что отсутствие этих команд сильно украсит этот турнир. Но поживем, увидим. Футбол, он на то и футбол, что здесь иногда случаются неожиданности. Футбола будет много, потому как пришла весна. Может быть, она пока исключительно календарная, но в любом случае в футбол играют не по погоде, а по календарю. Поэтому футбола будет много, а значит мы будем с вами еще чаще встречаться на портале Вестник Кавказа и обсуждать самое интересное и самое лучшее, что происходит на футбольных полях. Пока.